Хотя визуально Versys 1100 никак не поменялся, кроме циферки на пластике и формы тормозных дисков, тем не менее доработки внутри значительнее, чем банальное увеличение объема двигателя. Но сначала в общем о байке. Фишка Versys в универсальности характера. Обычно я говорю, вот этот мопед – зверь, этот – интеллигент, а этот – китайское фуфло. Versys – единственный современный четырехцилиндровый турист, который удачно сидит на двух стульях. И спортивный, и не провоцирует. И не потому, что у него мощности не хватает для провокаций. Просто приятно на Versys ездить не только быстро, но и медленно. Например, мне байк достался с нулем на одометре, волосатыми шинами и дорогами после дождя. Для какого-нибудь SXR это худшие условия, потому что на нем медленно ехать скучно, а на Versys приятно и в режиме обкатки. А когда нужно, Versys, особенно 1100, дает позажигать. И при всей спортивной внешности Versys просто хороший универсальный турист. Ни подвеска, ни геометрия, ни эргономика с аэродинамикой на 1100 не поменялись, все то же самое относится и к старому. Отличная подвеска даже в самом базовом варианте, достаточно подкрутить под свой вес. Байк изумительно держит повороты, нет ощутимых клевков, при этом Versys комфортно глотает неровности. Скажем, XR, Multistrada Bikes Peak или RS тоже вроде как кроссоверы с похожими ходами подвески, но вот не сильно приятно на них долго ехать по разбитым дорогам, чисто спортивная зажатая настройка. У Versys полноценная кроссоверная подвеска. Я не удивлюсь, если кто-то скажет, что собрался на Kawasaki путешествовать по Средней Азии. Понятно, что полуактивная подвеска в версии SE будет еще лучше, она и чувствительна к наклонам, и комфорт Skyhook, но здесь тот случай, когда можно сэкономить. Тем более в версии без полуактивной подвески у Versys самый гигантский подседельный отсек в классе, куда можно напихать тяжелых инструментов. Во-вторых, если посмотреть на мощные туристические мотоциклы, сейчас появилась мода на всякий пожарный делать такую геометрию, чтобы байк по прямой хорошо стабильно ехал, но лениво поворачивал. Versys этой дичью не страдает, у него эталонно правильная туристическая геометрия, в горах нет ощущения недоповорачиваемости и нет болтания на магистрали. И правильный толстый туристический размер шин, слава богу, у Kawasaki не заигрывают ни на 650-ке, ни на литре с внедорожными колесами. Китайцы давно бы присобачили 21 колесо и длинный клюв. Плюс на Versys правильная аэродинамика с воздушными каналами, прижимающими морду и пропусканием потока через стекло, все по фэншую. Единственное, даже такое высокое стекло в версии S туринговым назвать сложно. Оно убирает давление с шеи и шлема, но вообще ветра приходит довольно много, скорее спорт туристическое на любителя. Если нет нужды ездить свыше 200 км в час, можно поставить что-то более туристическое. Вообще стоит отметить общий комфорт, особенно при езде вдвоем. У большинства приспортивленных туристов удобство во дворе. Super Duke GT или SXR суперкомфортными назвать сложно, они всегда держат в напряжении, а Versys расслабляет, комфортнее, чем многие флагманские адвенчеры. Длиннющее и широченное сиденье как водителя, так и пассажира с внушительным расстоянием между. Общая ветрозащита приятная, подвеска комфортная, вибраций нет, удобная эргономика. Комфортный мотоцикл в широком смысле. Формула X – мегацентр техники и товаров для активного отдыха. Дорожные мотоциклы, внедорожные, квадроциклы, лодки, багги, катера и любая экипировка, чтобы на всем этом безопасно ездить. Помимо множества отличных магазинов, стоит помнить, что Формула вносит большой вклад в развитие мотодвижения. Уже просто придя в Формулу X, вы поддерживаете каналы мотоблогеров, которых смотрите. Кстати, у Формулы есть свой YouTube-канал, где обычно выходят классические обзоры мотоциклов, а в последнее время появились уникальные ролики о впечатлениях от Indian через год владения и о доработке спортбайка под трек. На словах звучит скучно, а на самом деле там любопытные технические нюансы как раз для тех, кто на спортбайках и не ездит. Посмотрите для расширения кругозора, ссылку на канал оставлю в описании. Увидимся в Формуле. Хотя Versys это все-таки универсальный туристический мотоцикл, который и по разбитым дорогам относительно неплохо едет, и универсальность указана в самом названии, но когда едешь на Versys, он воспринимается больше спорт-туристом, чем адвенчером. Все равно и специфичный отклик четырехцилиндрового мотора, и характерный звук рядной четверки. Вроде сам себя уговариваешь, что это не спорт-турист, а уши слышат спортивный рык на выходе из поворота, когда откручиваешь ручку. В этом была некоторая проблема с литровым Versys. Мотор слишком ровный, можно даже сказать плоский по эмоциям.
1100-м Kawasaki интересную штуку провернули. Пиковая мощность поднялась на 15 сил на тех же оборотах. Хотя это значительная прибавка, но чисто по спецификациям звучит скучно. Тут фишка в другом. При увеличении объема, степени сжатия и так далее образуется некий потенциал улучшения динамики. Можно, как обычно это делают, ничего особенного не менять, и тогда будет равномерный подъем крутящего момента на всех оборотах. Можно сделать, как при обновлении NT1100, весь потенциал положить внизу оборотов и вытянуть полку крутящего момента в струну. А Kawasaki, при том, что снизу момент точно не стал хуже, основной потенциал положили на средних и высоких оборотов для увеличения эмоций. Вместо старого плоского характера теперь мотор внизу ровный, а с 5000 оборотов у байка появляется второе дыхание. На практике едешь как раз примерно на 4000 оборотах, и когда хочешь резкого ускорения после поворота или на обгоне, мотоцикл дает эмоции, характерные для спорттуристов. При этом, как я уже сказал, низы не стали хуже. Внизу, как это обычно понимают, мотоцикл тоже стал лучше. Короткоходные моторы быстро набирают обороты, поэтому их разумнее настраивать на средневысокий оборот. Как правило, на литровых четверках ставят так называемые спортивные распредвалы с широкими кулачками, которые обеспечивают поступление максимального количества воздуха в цилиндр на высоких оборотах. Я об этом расскажу отдельно в обзоре Multistrada V2, где по контексту это уместнее. В конце концов, я рубрику мини-обзоров ввел, чтобы не заморачиваться со съемкой с дрона и визуализацией лекций, а все равно в дебри полез. Если вкратце, проблема с широкими кулачками в том, что на низких оборотах клапаны открываются слишком рано и закрываются слишком поздно. Часть газов из цилиндра успевает попасть во впускной канал, вследствие чего ухудшается наполнение цилиндра. На практике это выражается в том, что высокооборотистые моторы, как правило, много жрут, жарят ноги и нестабильные на низких оборотах. Дрожат, дергаются, склонны глохнуть и требуют ювелирной работы с ручкой газа и сцепления. В пробках как по минному полю идешь и выдыхаешь, когда байк выходит хотя бы на 4-5 тысяч оборотов. Собственно, одна из причин, почему спортивные мотоциклы провоцируют, на низких скоростях настолько плохо едут в широком смысле, что сам мотор подталкивает повышать обороты в стабильный для него высокий диапазон и не понижать. Едешь быстрее, чем хотел, и избегаешь превентивных торможений, влезая в рискованные ситуации. Хотя и старый Versys был неплохо настроен на низах, он в городе не трясся, но в этом поколении еще лучше. Во-первых, на 1100-м более тяжелый маховик. Чем тяжелее маховик, тем больше инерции у двигателя, поэтому на низких оборотах меньше подергиваний и можно менее аккуратно работать со сцеплением. Маховик сгладит. С другой стороны, хуже отклик на ручку газа. У меня под рукой литрового Versys нет, чтобы сравнить ощущения, но думаю, из-за возросшей мощности эту разницу сложно заметить. Я уж не говорю про сравнение с заторможенными двухцилиндровыми моделями. На 1100-м более узкие, но длинные впускные каналы и заслонки, плюс профиль кулачков чуть меньшей высоты. Принцип: чем уже дырка и на меньшую высоту поднимается клапан, тем больше скорость воздуха. А удлинили каналы, чтобы не уменьшать объем воздуха. Сейчас забивать голову вам не буду, это напрямую с работой фаз завязано. Упрощенно, чем длиннее и объемнее канал, тем лучше наполнение цилиндра на низах. Чем короче, тем больше можно пропускать воздуха без прерываний на верхах. Я это все подробно объясняю, чтобы вы понимали, что не все четырехцилиндровые моторы чисто верховые. Versys правда очень комфортен в условиях городского движения, его не обязательно накручивать. Вообще, рядные четверки для Kawasaki это то же самое, что оппозиты для BMW или трешки для Triumph. Kawasaki миллион разных рядных четверок придумали. Даже если посчитать европейские модели Kawasaki 25 года с рядными четверками, 7 разных моторов. А если считать за разные двигатели варианты с разной степенью сжатия и валами, получится 1,5 десятка. Так никто уже не делает. Хочешь не хочешь, с такой специализацией достигнешь мастерства, и портфель компании пополняется фирменными технологиями и трюками, которые завязаны на конкретную геометрию мотора. Еще с точки зрения городской эксплуатации принципиально улучшили квикшифтер. Учитывая, что на Versys относительно жестко выжимается сцепление, это важно. На старом Versys квикшифтер адекватно работал только в условиях трасс, в идеальных условиях в узком диапазоне оборотов, поэтому я сильно не надеялся на чудо. Но оказалось, что квикшифтер-то хорошо перенастроили, не самый лучший в мире, но адекватный. С первой на вторую щелкает иногда жестко, со всеми остальными передачами хорошо. Скорее всего, чисто ради отладки квикшифтера на 1100-м перенастроили все передаточные числа.
Первые передачи стали длиннее, а последние короче. Новый Versys стал лучше для любителей агрессивной езды, стал лучше для любителей городской езды, но также стал лучше и для туристов. Добавили вторичный балансир для снижения вибраций, плюс тяжелый маховик в теории тоже гасит мелкие вибрации. На старом Versys, честно говоря, не было проблем с вибрациями, но мелкий зуд в верхнем диапазоне оборотов чувствовался. 1100 ощущается очень мягким. Причем на холостых чувствуешь, что где-то что-то трясется на самом седле резонанс, но на рабочих оборотах мотор как будто выключен. Я ловил себя на мысли, что в среднем диапазоне не чувствую руками и ногами, как работает двигатель. При том, что я приехал забирать Versys к дилеру на электробайке, руки у меня точно не забиты. Есть определенная прослойка людей, которые ни в какую не приемлет характерную вибрацию четырехцилиндровых моторов. Было бы интересно почитать отзывы от них. И последнее, наверное, изменение, которое стоит упомянуть – улучшили тормоза. Если сравнить спецификации, можно заметить только увеличение диаметра заднего тормозного диска, но раньше спереди и сзади были лепестковые диски, а сейчас нет. В теории лепестковые диски дают небольшое снижение неподрессоренной массы и лучше очищают колодки. В реальности вся спортивная дорожная техника от этой концепции ушла. Спорттуристический брат 1000 SX с 2020 года избавился от лепестков, дошла очередь и до Versys. Круглый диск обладает большей жесткостью и большей площадью контакта с колодкой при том же диаметре, поэтому и равномернее тормозное давление, и большая надежность при высоких нагрузках. В остальном это тот же самый мотоцикл, буквально. Эргономика, пластика, седло, подвеска – все одинаковое, что хорошо. По эргономике пару слов сказать нужно. Большая рядная четверка подразумевает широкий блок, где все цилиндры стоят в ряд поперек байка. Это влечет за собой широкую раму, широкое сиденье и широко расставленные подножки. Поэтому для низкого роста Versys не подходит никак. Двухцилиндровые двечеры с той же высотой по седлу, как правило, уже в седле, от этого легче доставать ногами до земли. Также из-за разных подвесок под нагрузкой Versys просядет на 5 см, а, например, новая Africa Twin Adventure Sports с той же высотой по седлу просядет на 7 см. Многие мимо Versys проходят зря. Во-первых, зачем-то принято сравнивать с S1000XR и Multistrada V4. Ну да, Multistrada V4 практически во всем лучше, ну и толку. Versys стоит у нас ровно 15 тысяч евро, причем у него сразу в базе и круиз-контроль, и IMU с угловыми ABS и трекшн-контролем. Действительно хорошая подвеска, центральная подставка. Даже самая нищенская Multistrada V2 и та дороже. Есть еще GSX S1000GX на 25% дороже, что уже ближе, но он своеобразный, нужен отдельный обзор. Даже банально упоротый регламент обслуживания, который отличается для Европы и других стран. Во всех странах, кроме Европы, на Gixxer предлагается менять масло и проверять свечи каждые 6000 километров. Что в общем логично, форсированный двигатель, малый объем масла, жрет бензин как не в себя. У Suzuki получилась скорее городская зажигалка, чем классический турист. Это опять про специализацию на четверках. У Kawasaki линейки гражданских и спортивных литров разошлись 20 лет назад, поэтому на гражданских двигателях нет никаких приколов с обслуживанием. В бюджете еще Tracer 9 и Tiger 800 Sport, но они мелкие, а Tracer еще и совсем пузатерка, другой класс. Когда не фантазии в кармане, а 15 тысяч евро и четкие задачи, внезапно становится очевидным, что Versys самый мощный туристический мотоцикл за эти деньги, а по комфорту не уступает флагманским более дорогим моделям других марок. Я почему и настаиваю на базовой версии или BS-ке, как у меня на тесте. Самая крутая версия SE с полуактивной подвеской стоит 18 800 евро, что близко к ценнику за 1200, и там преимущество Kawasaki уже не очевидно. Версия S ровно между базовой и SE. Высокое стекло на любителя, которое я бы все равно поменял, подогрев с защитой рук и квикшифтер, который можно отдельно докупить. Еще на базовой версии экранчик меньшего размера, хотя большой экран примерно ни зачем не нужен. И нет подсветки в поворотах, которая, если задуматься, мало в каких ситуациях нужна. Для теплого климата я бы только квикшифтер к базе докупил, для холодного климата выбрал бы S со всем набором. И то только потому, что продать можно будет дороже. За схожие деньги из литров есть только Vistrom 1050 и NT 1100. Оба байка низовые двушки. Все равно же совсем другие эмоции от короткоходного четырехцилиндрового мотора. Никакая двушка их не даст, уж не говоря про плоские NT и Vistrom.
Я же много на мощных мотоциклах путешествую, но когда сажусь на большую четверку, каждый раз жгучее желание заиметь именно такой мотор под туризм. Даже просто от того, как звучит этот двигатель на ускорении, мурашки по коже. Кстати, субъективно кажется, что у 1100-го меньше шума. Помню, что литровый был громковат в городе, а сейчас в городе комфортно. Возможно, потому что новый мотор стало приятнее держать на низких оборотах. Большинство людей, обращающихся ко мне за советом по выбору мотоцикла до 300 тысяч рублей, немного побаиваются четырехцилиндровых байков. Они кажутся неудобными, слишком спортивными и так далее. Versys из вариантов убирается, в итоге остается выбор между условными Вестром 1050, Супер Тенери и старым Гусем. Очень зря Versys часто оптимальнее, и это такой мотор, который подходит для плавного пересаживания с двух цилиндров. Единственный существенный недостаток Versys даже относительно NT – вес. Стоя или на около нулевой скорости Versys ощущается грузным, поэтому я не стану его рекомендовать как чисто городской с вероятностью когда-нибудь в отпуск возможно съездить из Москвы в Серпухов. Все равно на легком компактном мотоцикле по городу ездить удобнее. Это касается и мультистрады, и гуся, что бы там ни говорили. Тогда уж лучше NT 1100, он и по ширине ощутимо компактнее и легче почти на 20. А вот если человек любит путешествовать с не боящимся быстрой езды пассажиром далеко, уезжает пару раз в год на 2 недели и пенсионерские моторы не устраивают, тогда Versys отличный сбалансированный вариант. Тем более у него и разрешенная нагрузка огромная, как положено большим туристам. Точнее, на голде или гантели разрешено перевозить меньше. Кроме веса даже докопаться не до чего.